Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Любите ли вы осень? Я обожаю осень. И сегодня я приглашаю вас полюбоваться осенними красками в садах. В садах Клода Моне в Живерни и в саду Альбера Кана. Живерни находится от Парижа в 90 километрах. Как добраться? Можно поехать поездом с вокзала парижского Сен-Лазар. Дорога занимает 45 минут, и вы выходите в городе Вернон. Из Вернон до Живерни ходят автобусы, либо вы идете пешком 4,5 километра. Или, как я, вы путешествуете на машине, и тогда я вам советую проехать через деревушки, которые я уже снимала в видео, и вы можете это посмотреть, красивые деревни парижского региона в часе езды от Парижа, и это, пожалуй, самый интересный маршрут. Деревня Витой не такая знаменитая, как Живерни, но очень важная в жизни Клода Моне. Именно в этой деревне Клод Моне прожил 3 года своей жизни. Самые тяжелые годы это были здесь, в Витое, потому что именно здесь заболела и умерла его жена. Именно в этой деревне Клод Моне написал около 200 картин. Дальше я проезжаю деревню, которая называется Ля Рош-Гийон. Это одна из самых красивых деревень Франции, славится своим замком, и с донжона старинного открывается изумительный вид на французский Вексен. Вексен – это историческая область на стыке Нормандии и Иль-де-Франс. Деревня Рош-Гийон на берегу Сены, пахнет медом осенним. Начало золотой осени во Франции. 18 октября сегодня. Необыкновенно теплый день, плюс 21 градус. И замок, куда можно подняться. И вы можете это посмотреть в моем видео в часе езды от Парижа. Самые красивые деревни парижского региона. Вот эти погреба, видите, используют как парковку для машин. А, вон там тоже машина стоит. Ну, если вы так же, как и я, приезжаете сюда на машине, то вот самое лучшее оставить здесь на паркинге машину, и дальше вы гуляете пешком по деревне Живерни. Здесь, в Живерни, Клод Моне арендует, а потом приобретает дом с участком. Ему было 43 года, и к этому времени, после долгого периода непризнаний и насмешек, к нему, наконец, пришли успех и достаток. В Живерни художник прожил 43 года до самой своей смерти в 1926 году. Сын Клода Моне, Мишель Моне, незадолго до смерти завещал поместье отца Академии изящных искусств. К тому времени поместье пришло в упадок, сад зарос сорняками, а творчество импрессионистов вышло из моды. Поэтому неудивительно, что Академии потребовалось 10 лет, чтобы приступить к восстановлению сада художника. Но тогда, в 70-е годы XX века, о саде Клода Моне мало что было известно. Ни одно из посаженных им растений не сохранилось. Реставраторы говорили с теми, кто помнил оригинальную усадьбу, искали редкие фотографии, изучали записи питомников, которые поставляли семена художнику, читали его письма, но больше всего смотрели на картины. Потребовалось 4 года, чтобы вернуть сад к жизни. Обустраивая поместье по своему вкусу, Моне убрал самшит и срубил ели. Центральную дорожку он украсил настурциями и плетистыми розами, а вместо хвойных высадил яблони, вишни и абрикосы. Художник изучал цветочные каталоги крупных французских питомников. Он также иногда читал английский журнал «Сельская жизнь». Зная страсть Моне, друзья привозили ему семена и растения из-за границы. Сад поражает буйством красок и разнообразием растений. Вы восхищаетесь очарованием творений Моне весной или летом, но, вернувшись сюда осенью, как сейчас, вы обнаружите совсем другое и не менее чарующее место. В саду растет 66 разных видов деревьев и цветов, включая такие распространенные, как анютины глазки, подснежники, кактусы и восточные маки.
Сейчас за всем этим буйством зелени следят 8 садовников. Вот сейчас мы с вами идем к знаменитому пруду Клода Моне. Там сейчас такая красота. Но поскольку это уже был построен другой участок, здесь дорога наверху, поэтому нам нужно пройти под этой дорогой. Вот так вы проходите под дорогой, и дальше вы выходите, Что значит приезжать на неделю? Ни одного практически человека вокруг меня. Первоначальный участок ограничивался железной дорогой, за которой протекала узкая речушка в заросших берегах. Моне купил землю за путями и построил к нему подземный переход. Сейчас железнодорожные пути разобраны, поезд через Живерни больше не ходит. Вместо болота Моне организовал пруды и каналы. Берега украсил сакурой, пионами, астролистом, малиной, анемонами, бамбуком, ирисами, плакучими ивами. Водный сад вызывает у посетителей особый трепет, ведь здесь сюжеты всемирно известных полотен. Взор каждого пришедшего невольно обращается на мостик, увитый глициниями, и на кувшинки на водной глади. «Я сажал их ради удовольствия, даже не помышляя, что буду их писать», признавался впоследствии Клод Моне. И вдруг неожиданно ко мне пришло откровение моего сказочного, чудесного пруда. Я взял палитру, и с того самого времени у меня уже почти не было никогда другой модели. Знаменитые нимфеи, кувшинки, которые Моне позже запечатлел в своих полотнах, посадил в пруду садовник из Японии, а чтобы опавшие листья не портили идеальную красоту водоема, специальный человек ежедневно проплывал по нему на лодке, тщательно выбирая весь мусор. Так происходит и сейчас. Рассказывают еще, что садовник на лодке протирал цветы кувшинок от копоти, которая долетала с местной железнодорожной линии. И еще говорят, что Моне заплатил за асфальтирование соседней дороги, когда заметил пыль на своих цветах. Мне разрешили здесь снять, в доме Клода Моне, поскольку мало людей, я вам немножко покажу интерьер. Okay, the seam, like from the waist up, kind of. Yeah, I like it. Yeah, I do. I like it. Yeah.
Друзья, чудеса монтажа, и мы с вами уже в пригороде Парижа, в Булонь-Биянкур, и мы в знаменитом саду Альбера Кана. Мы с вами находимся в саду Альбера Кана. Альбер Кан родился во Франции в XIX веке, получил блестящее образование, стал владельцем собственного банка, очень много путешествовал по миру, вкладывал крупные суммы в развитие общества вокруг света. В конце XIX века приобретает в предместье Парижа в Булонь-сюр-Сен дом. И тогда, в конце XIX, были начаты работы по созданию великолепного сада на 4 гектарах земли. Здесь существует французский, английский и японский сад. И более подробно я хочу вам рассказать о японском саде. Ой, такая красота, слушайте. Сегодня плюс 21 опять, солнце. Кажется, что это не осень, а весна. Японское садовое искусство было заимствовано из Китая в VI и VIII века, и влияние китайских традиций было очень существенно и ощутимо. А сады Китая создавались под влиянием 2 религий – даосизма и буддизма. Главные принципы, лежащие в основе создания китайских, да и японских садов – это глубочайшее уважение и любовь к природе, свободная планировка и попытка воссоздать в миниатюре природные ландшафты. Такие сады создавались для общения с природой, утренних и дневных прогулок, медитаций, вечернего созерцания луны, для дождливой и солнечной погоды и служили для отдыха души и тела. Конфуций писал, что мудрость находит наслаждение в воде, а доброта обретает счастье в горах. Это значит, что мудрость всеобъемлющая, как вода, течение которой бесконечно, а доброта должна быть несокрушима, как скала. Ландшафт сада определяется 2 главными составляющими – камни и вода. Вода символизирует женское начало, камни олицетворяют сильное мужское начало ян, их наделяют душой. Горы из камней символизируют бессмертие. И один из главных принципов сада – он должен сохранять свою красоту и привлекательность на протяжении всего года. Любое дерево, кустарник или цветок в саду имеет свой смысл. Назначение японского сада в том, что при созерцании природы в саду произойдет концентрация внимания и самоуглубление. После долгого спокойного созерцания камней, песка, воды у человека улучшается работа подсознания и интуиция. Примитивное логическое мышление уступает место душевному развитию личности. Пейзаж японского сада проникнут тайной символикой. Символичность несет каждый компонент сада. Если в саду есть сосна, то его хозяин – человек с сильным характером, умеющий слушать, сострадать и оказывать поддержку в нужный момент. Плакучая ива является символом чистоты, смирения, женственности. Клен – символ вечности, учености, жизненной мудрости. А бамбук – это честность и стойкость духа. Сакура – цветки вишни символизируют самое лучшее в человеке во взаимоотношениях людей. Это чистота, любовь, дружба, верность, благородство, умение жертвовать своими интересами, высокая духовность. Предаваясь созерцанию в саду, человек, видя окружающую гармонию, должен разобраться в себе и обрести внутренний покой и умиротворение. В ходе реконструкции японского сада было решено создать участок, посвященный его основателю Альберу Кану, и отразить его жизненный путь в архитектуре современного японского сада. Проектирование было поручено ландшафтному архитектору Фумиаки Такану. Согласно принципу Дао, была выбрана точка сада, где пересекаются линии жизни Ян и смерти Инь. Линия жизни начинается пирамидой рождения, а точнее конусом из белой гальки высотой около 1,5 метров. Это символ рождения. В одну сторону конус продолжается каналом, выложенным белой галькой, по которому журчит ручеек жизни, вытекающий из конуса. Расширяясь, ручей впадает в главный пруд, реку жизни, окаймленной черной и белой галькой. Все как в жизни, то черная полоса, то белая. Пруд полон цветов, света, он символизирует молодость, период финансовых успехов и духовного роста Альбера Кана. Совсем близко от пирамиды рождения находится чаша смерти, круглый бассейн из черной гальки. Эта чаша символизирует как краткость бытия, так и преемственность поколений.
Террасой прорезает водопад, стремительно спускающийся с крутого берега, и вместе его впадения в пруд он продолжается дорожкой из крупных валунов, по которым можно пересечь мелеющую реку жизни. Чуть дальше вторая такая же переправа. Этот участок символизирует время финансового кризиса 1929 года, но настоящий крах постиг Альбера Кана чуть позже, в 1932 году, когда его объявили банкротом. Этот сад дзен как бы воспоминание взрослого человека о прожитой жизни от пирамиды рождения до пирамиды краха с незавершенной кривой линией будущего. Конусы из гальки в саду можно интерпретировать как символ журавля, означающий в буддизме высоко парящий независимый дух человека, стремящийся к вершинам познания. Далее русло расширяется, и обмелевшая река жизни круто поворачивает и утекает под мост к сферической впадине, спирали смерти, и заканчивает свое течение, уходя под землю, где возвращается к точке рождения. Наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Ну, а мне придется вернуться сюда еще раз, в этот парк, потому что клены японские еще даже не красные. Скорее всего, это будет только в ноябре. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за ваши доброжелательные комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!